В этом мастер-классе я покажу, как вязать вот такую красивую и простую салфетку для сервировки стола крючком. Всем привет, мои дорогие, с вами Эд и добро пожаловать на мой канал. Для вязания такой салфетки я использовал вот такой хлопковый шнурок. Толщина этого шнурка в 100 граммах 100 метров. Сама пряжа по толщине чуть больше 2 миллиметров. Вы можете использовать любую хлопковую пряжу, например, Alize Bella Batik, пехорка детский хлопок или пряжа Гавайи. Или если ваша пряжа слишком тонкая, вы можете вязать в 2 нити. И я вязал крючком 4 миллиметра. В диаметре она у меня получилась 41 сантиметр. И в ней всего 16 рядов. По завершении вязания все свои салфетки я всегда блокирую с крахмалом. Как я это делаю, вы можете найти видео по ссылке в описании здесь ниже. Если у вас нет большого опыта в вязании, то на моем канале вы можете найти плейлист под названием «Уроки вязания крючком», потренироваться, а уже потом приступать к этому или какому-то другому мастер-классу. А теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, держу вот так 3 пальцами, здесь совсем небольшой кусочек оставляем, оборачиваем нить вокруг 2 пальцев. И здесь впереди скрещиваем, сзади придерживаем. Теперь вставляем крючок под первую нить. Цепляем вторую нить и протягиваем ее сюда. Вот так подкручиваем, и у нас здесь образуется вот такая петля. Теперь мы цепляем крючком нить, которая идет от клубка. У нас сейчас на крючке 2 петли, и мы их вот так пальцем придерживаем, а другие 2 пальца из кольца аккуратно вытаскиваем. Теперь придерживаем кольцо, и уже нить, которую мы зацепили, протягиваем в нашу вот эту первую петлю и затягиваем. И вот у нас получилось кольцо амигуруми. В это кольцо сейчас нам нужно провязать 2 столбика с накидом. Первый столбик мы заменяем 3 петлями подъема, но здесь у меня уже есть вот такая одна петля. Я сделаю еще 2. Раз и 2. Вот у меня первый столбик с накидом. Накид, и в кольцо провязываю столбик с одним накидом. И вот у меня получилось 2 столбика с накидом. Теперь выполняю 2 воздушные петли. Раз, 2. И в кольцо провязываем 2 столбика с накидом. Накид, и в кольцо вяжем. Столбик с накидом. Раз, накид, столбик с накидом, 2. Опять 2 воздушные петли. И в кольцо провязываем 2 столбика с накидом. Первый и второй. Опять 2 воздушные петли. Раз, 2. И таким образом нам нужно всего провязать 6 групп столбиков. Вот мы провязали 3. Раз, 2, 3. Провязываем всего 6 в это кольцо. И между ними по 2 воздушные петли. И уже потом я вернусь. Провязали 6 групп столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. И везде по 2 воздушные петли между ними. В конце также я сделал 2 воздушные петли. И теперь мы за вот этот кусочек, который у нас здесь болтается, мы за него тянем и замыкаем все столбики вместе. Все, вот так этого уже достаточно. Теперь мы этот кусочек нити кидаем туда-назад, сверху рабочей нити. Крючок сейчас вставляем в 3-ю воздушную петлю подъема. Вот у нас раз, два, три. В 3-ю вставляем крючок и провязываем соединительную петлю. И вот так мы завершили первый ряд. Второй ряд. Я возвращаю вот этот кусочек нити, который сзади болтается, сюда вперед. Буду прокладывать над столбиками первого ряда и буду прятать под столбиками второго ряда. Сейчас выполняем соединительную петлю в следующий столбик. Соединительная петля в арку 2 воздушных петель. И в эту арку нам нужно провязать 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. Первый столбик мы заменяем 3 петлями подъема. Раз, 2, 3. Накид и второй столбик в эту же арку. 2 воздушные петли. И опять в эту же арку провязываем еще 2 столбика с одним накидом.
Итак, в арку двух воздушных петель провязали 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. Итак, мы будем вязать в каждую арку предыдущего ряда. Накид. Вот эти столбики мы все пропускаем, и уже в следующую арку двух воздушных петель опять вяжем то же самое. 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с одним накидом опять сюда же, в эту же арку. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали ряд до конца и теперь соединяемся в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. Третий ряд. Соединительная петля в следующий столбик, соединительная петля в арку двух воздушных петель. И в эту арку нам сейчас нужно провязать 3 столбика, 2 петли, 3 столбика. Первый столбик мы выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик, и еще 2 столбика с одним накидом сюда же. Первый и второй. Провязали 3 столбика, теперь 2 петли и еще 3 столбика сюда же, в эту же арку. Раз, два и 3. Итак, в арку двух петель провязали 3 столбика, 2 петли, 3 столбика. Теперь выполняем опять 2 воздушные петли. И здесь у нас уже раппорт повторяется, мы все столбики пропускаем и уже в следующую арку двух петель провязываем то же самое. 3 столбика с одним накидом. Две воздушные и 3 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. И опять 2 воздушные петли. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали ряд до конца и соединились в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. Четвертый ряд. Соединительная петля в следующий столбик, в следующий столбик и в следующую арку. Теперь в эту арку провязываем 2 столбика, 1 петля, 2 столбика. Первый столбик мы заменяем 3 петлями подъема, накид и столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. Вот провязали 2 столбика, теперь 1 петля и 2 столбика опять сюда же. Первый и второй. Провязали 2 столбика, 1 петля, 2 столбика. Теперь все столбики мы всегда пропускаем, и уже в следующую арку, вот у нас здесь была тоже арка, мы в нее вяжем то же самое. 2 столбика с одним накидом, одна воздушная петля и 2 столбика с одним накидом опять сюда же, в эту же арку. И таким образом мы провязываем ряд до конца. В каждую арку предыдущего ряда провязываем 2 столбика, 1 петля, 2 столбика. Пятый ряд. Соединительная петля в следующий столбик. И сразу же в следующую арку одной воздушной петли провязываем столбик без накида. Сразу же, без всяких соединительных петель. Столбик без накида. Теперь выполняем 6 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6. И в следующую арку одной воздушной петли провязываем столбик без накида. Опять 6 петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6. В следующую арку одной воздушной петли столбик без накида. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали ряд до конца, выполнили последнюю арку 6 петель и теперь с самым первым столбиком без накида соединяемся с соединительной петлей. И всего у нас получилось 12 арок. Шестой ряд. Соединительная петля в арку. И в эту арку нам нужно провязать 8 столбиков с накидом.
Первый столбик мы заменяем 3 петлями подъема. 1, 2, 3. И провязываем сюда же еще 7. Накид. И в арку вяжем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали 7 столбиков, и всего у нас получилось 8 вместе с 3 петлями подъема. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. И таким образом мы вяжем ряд до конца. В каждую арку из 6 воздушных петель мы провязываем 8 столбиков с одним накидом. Здесь я уже потом довяжу. Все одно и то же. Провязываем в каждую арку по 8 столбиков, и всего у нас получится 96 столбиков с одним накидом. Провязали ряд до конца и соединились в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. 7 ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом в следующий столбик. Сделали 2 столбика с накидом. Теперь 2 воздушные петли, накид, пропускаем 1 столбик и в следующие 2 провязываем по столбику. 1 пропустили и провязываем первый столбик и в следующий 2 столбик. Опять 2 воздушные петли, накид. Опять 1 столбик пропустили и в следующие 2 провязываем по столбику. Две воздушные петли, 1 столбик пропустили и в следующие 2 по столбику. И таким образом провязываем ряд до конца. Выполняем 2 столбика, 2 петли, 2 столбика, 2 петли и 1 столбик пропускаем. И всего у нас должно получиться 32 вот такие группы столбиков. Провязали ряд до конца и соединились в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. 8 ряд. Соединительная петля в следующий столбик. Соединительная петля в арку 2 воздушных петель. И провязываем сюда 2 столбика с накидом. Первый столбик мы заменяем 3 петлями подъема. Накид и 2 столбик сюда провязываем в эту же арку. Провязали 2 столбика с одним накидом. Теперь 2 воздушные петли. Все столбики мы пропускаем и в следующую арку выполняем 2 столбика с одним накидом. Первый и 2. 2 воздушные петли. В следующую арку 2 столбика с одним накидом. Таким образом провязываем ряд до конца. В каждую арку вяжем 2 столбика с одним накидом. И между ними, здесь между этими группами, по 2 воздушные петли. Провязали ряд до конца и соединились в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. 9 ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом в следующий столбик. Перед нами арка 2 петель, мы в нее провязываем также 2 столбика с одним накидом. 1 и 2 столбик в арку. И таким образом мы вяжем ряд до конца. В каждый столбик провязываем по столбику. 1 и 2. И в каждую арку у нас также идет 2 столбика. Первый и 2. Вяжем таким образом ряд до конца, и всего у нас получится 128 столбиков с накидом. Провязали ряд до конца и выполнили соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. 10 ряд. Сейчас в этот первый столбик, в эту же третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда провязываем столбик, 1 петля, столбик. Столбики с одним накидом. Первый столбик мы заменяем 3 петлями подъема. Провязываем еще 1 петлю, как арка. Накид, и в эту же третью петлю подъема предыдущего ряда сюда же провязываем столбик с одним накидом. Вот мы провязали в этот столбик, в первый столбик, 1 петля, столбик.
Теперь выполняем 1 воздушная петля, накид, пропускаем следующие 2 столбика и в следующий провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и столбик с одним накидом сюда же, в этот же столбик. Опять 1 воздушная петля, накид, пропускаем следующие 2 столбика и в следующий провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом сюда же, 1 воздушная петля, накид, опять пропускаем следующие 2 столбика и в следующий провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и столбик с одним накидом сюда же, в этот же столбик. И 1 воздушная петля разделения. Вот такие группы столбиков вяжем до конца. Провязали ряд до конца. Весь ряд я пропускал по 2 столбика, а здесь в конце у меня получилось так, что остался 1 столбик. Ничего страшного, мы пропускаем этот 1 столбик. Вот здесь я сделал также 1 воздушную петлю. Пропускаем этот последний столбик и соединяемся вот так в первую арку. Прям вставляем сюда крючок и провязываем соединительную петлю. И вот так мы завершили ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Еще 1 воздушная петля, как арка. Накид и сюда же в эту же арку провязываем столбик с одним накидом. То есть мы сюда провязали столбик, 1 петля, столбик. Теперь выполняем 1 воздушная петля и в следующую арку 1 воздушной петли, которая между столбиками, то есть вот эту между группами мы пропускаем, и в следующую между столбиками мы провязываем то же самое. Столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и еще 1 столбик с одним накидом сюда же в эту же арку. 1 воздушная петля, разделение между этими группами столбиков, накид. Вот эту арку пропускаем и в следующую между столбиками мы провязываем столбик с накидом, 1 воздушная и еще 1 столбик с накидом сюда же в эту же арку. И 1 воздушная петля, разделение между этими группами столбиков. И таким образом я провяжу вот этот 11 ряд и следующий 12 ряд. Они у нас будут одинаковые. И уже в 13 ряду я вернусь. Провязали 11 и 12 ряд, они у нас одинаковые. И в конце мы здесь соединились соединительной петлей в самую первую арку. 13 ряд. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Еще 1 воздушная петля, как арка. И сюда же в эту же арку провязываем столбик с одним накидом. То есть мы провязываем такие же группы столбиков. Столбик, 1 петля, столбик. И разделение между такими группами у нас будет 2 воздушные петли. Раз, два. Накид, и в следующую арку 1 воздушной петли, которая у нас между столбиками, мы провязываем вот эти наши столбики. Столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и еще 1 столбик с одним накидом сюда же в эту же арку. И 2 воздушные петли, разделение между вот этими группами столбиков. И таким образом провязываем вот этот 13 и еще следующий 14 ряд. Они у нас будут одинаковые, с 2 воздушными петлями разделения. И в 15 ряду я вернусь. Провязали 14 ряд до конца и соединились в первую арку соединительной петлей. 15 ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Еще 2 воздушные петли, как арка, между столбиками. Накид и сюда же в эту же арку столбик с одним накидом. То есть у нас теперь вот эти группы столбиков с 2 воздушными петлями. Столбик, 2 петли, столбик. И между такими группами у нас также остается 2 петли. Раз, два. Накид. И в следующую арку 1 воздушной петли провязываем столбик с одним накидом. 2 воздушные. И столбик с одним накидом сюда же в эту же арку. И опять 2 воздушные петли разделения. Вяжем таким образом ряд до конца с 2 воздушными петлями между столбиками и между группами. Провязали ряд до конца и вместо последней арки 2 воздушных петель мы выполняем накид. И в самую первую арку мы провязываем столбик с одним накидом. 16 ряд. Этот ряд у нас будет последний. Выполняем 1 воздушная петля подъема.
И сюда же, в эту же арку, провязываем столбик без накида. Теперь сразу же в следующую арку между столбиками провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. Пико из 2 воздушных петель выполняем 2 воздушные петли. И в первую петлю, которая у нас после столбика, то есть вторая от крючка, провязываем соединительную петлю. И вот у нас получилось пико. Теперь в эту же арку еще 2 столбика с одним накидом. И вот мы провязали 2 столбика, пико, 2 столбика. Теперь сразу же в следующую арку выполняем столбик без накида. Вот арка, которая у нас между вот этими группами была. Сразу же столбик без накида. Все, и здесь у нас уже опять повторяется. В следующую арку между столбиками провязываем 2 столбика с накидом. Пико из 2 воздушных петель. 2 воздушные и во вторую петлю от крючка соединительная петля. И в эту же арку 2 столбика с одним накидом. И сразу же в следующую арку столбик без накида. Все, вяжем таким образом ряд до конца. И в конце ряда мы выполняем также 2 столбика пико, 2 столбика. С первым столбиком без накида соединяемся соединительной петлей. И уже можно будет обрезать нить и спрятать хвостики за петлями, за столбиками. И теперь нам осталось нашу салфетку только заблокировать. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Если нашли для себя порцию вдохновения, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. И поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А с вами был я, Эд. До скорого!